Игнатов Илья, руководитель Центра реабилитации в Брянской области в городе Дятьково. Не нужно бояться людей, которые находятся в Центре реабилитации. Прошлое у этих людей разное, и не всегда оно хорошее, но каждый приходит, обращается в Центр для того, чтобы изменить свою жизнь, для того, чтобы приобрести что-то новое. И поэтому не нужно обращать внимание на прошлое людей, важно смотреть на настоящее. А настоящее их таково, что каждый из тех, кто приходит в наш центр, а приходят люди сюда добровольно, то есть их никто не тащит за уши, никто насильно сюда не приводит, насильно не удерживает. И у этих людей есть искреннее желание как-то наладить свою жизнь. И вот от этого мы отталкиваемся, когда пытаемся помочь каждому человеку. И новый человек, который приходит в наш центр, он должен понимать то, что их объединяет одна цель – это начать новую жизнь. И служители, которые находятся в Центре освобождения, они сами когда-то были все в таких трудных ситуациях. Кто-то был в наркотической зависимости, кто-то в алкогольной, кто-то был не в ладах с законом, но каждый нашел выход из этой ситуации, и, имея свой личный опыт, он может помочь тем людям, которые там находятся. И правила в нашем центре, они ограждают людей от какого-то насилия, будь то физическое насилие или моральное насилие. Служители, которые находятся в центре, они за этим следят, контролируют этот процесс и призывают жить в этом доме как одна большая дружная семья, именно понимая, что мы здесь делаем одно большое дело, мы стараемся научиться жить по-новому. Если есть какие-то опасения или какие-то страхи относительно того, в какой обстановке будет проходить реабилитация, всегда можно связаться напрямую со служителем или руководителем центра, куда собирается ехать человек, и непосредственно пообщаться по телефону, задав волнующие какие-то вопросы, получить на них исчерпывающие ответы и ту информацию, которая поможет сделать объективные выводы относительно данного центра. Можно также непосредственно приехать в Центр реабилитации, чтобы ознакомиться с теми людьми, кто там проживает, посмотреть воочию, как живут эти люди, познакомиться лицом к лицу с теми служителями, которые помогают в совершении этой программы, и закрыть какие-то все волнующие темы, которые вызывают какие-либо опасения. Кроме того, у наших центров есть официальный сайт, есть страничка, группа ВКонтакте, есть YouTube-канал. И через эти интернет-ресурсы любой человек может ознакомиться с нашей программой реабилитации, познакомиться со свидетельством тех людей, которые проходили в свое время эту программу, которым эта программа помогла, которые уже освободились от своих зависимостей, наладили новую жизнь и уже живут ей полноценно, имеют семьи, трудятся и работают. Не бывает таких людей, которые ничего не боятся. Я в 2011 году обратился на реабилитацию в Центр освобождения. Я тоже много чего боялся. То, что реабилитация моя будет далеко от дома. Боялся тех людей, с которыми я буду проходить реабилитацию. Боялся того, что нужно будет отдать документы свои кому-то, какому-то незнакомому человеку. Страхи, они есть всегда, но важна та цель, ради которой ты обращаешься в Центр. Если эта цель – обрести независимость, свободу от наркотиков или от алкоголя, или выбраться из той беды, в которую ты попал, то никакой страх не должен удерживать меня или препятствовать для достижения этой цели. Поэтому мой совет тем, кто что-то опасается или не решается сделать этот шаг навстречу своей свободе: не бойтесь ничего, звоните, спрашивайте, задавайте вопросы. Мы попытаемся ответить и помочь, потому что когда-то в свое время нам это спасло жизнь.